мы находимся на Майами-Бич. Мой дорогой Ромка, благодаря которому вы меня сейчас видите, приехал час назад буквально. На дворе 7 декабря, Art Basel закрывается 8 декабря, то бишь завтра. Что это значит, друзья? Это значит, что мы стоим перед Untitled Art, и это только одна из 25 огромнейших ярмарок. Но в любом случае, я знаю, что мы с вами не пропадем, потому что это Арт-патруль, погода плюс 25. Это Майами, здесь все выглядит как GTA, и здесь очень много искусства. Пойдемте в Untitled. Вы не поверите, но я тоже сейчас впервые здесь на Untitled Art Fair, потому что 3 дня я здесь постоянно был на стенде нашем Aqua American Gallery, продавал наших художников. Огромнейший шатер, размер поражает. То есть это одна из 25 ярмарок. Говорят, она одна из самых качественных после Art Basel. А это мой отец, знакомьтесь, Александр Амельченко. Вот, а ты говоришь, есть ли тут наши знакомые? Тут есть папа. Не знаю, что это, но выглядит потрясающе. Вставлены 4 веб-камеры. И эти... О, на самом деле это очень сложный механизм. Bitferns Gallery from New York. We're on the Lower East Side. Okay. This is our booth at Untitled. Yeah. So here we have a work by Daniel Rosen. It's an It's interactive... young contemporary artist, yes? Yes. He's emerged contemporary artist. Okay, emerged. He's been making works of this variety for over 20 years. It's a mechanical mirror, so every little peg there has a motor behind it. There's a 3D camera that's taking in your image, and as the pixels turn, they either reflect the light or they become shadowed, and then your image is cast in tone. Что я могу сказать? У нас в России все кричат о том, что права сексуальных меньшинств и гомосексуалистов все время прижимают. Мне часто говорят, что надо быть поскромнее. В нашей стране поскромнее надо быть геем. А в Америке они разрешены. И теперь вы можете видеть сами, во что превращается их искусство. И задать себе вопрос, нужно ли нам такое искусство и вообще искусство ли это? Это уже момент субъективный, но такой стенд встречают практически сразу на входе. Is this installation or it's Real dog. It's real dog? Yeah. Ребята, посмотрите, он вообще не двигается. Тот момент, когда собака устала от искусства. Yeah, he looks like Russian bear in Siberia, you know, Maybe that is what it is. but small one. I've tried to translate it because I get so many Russian comments and Russian news agencies asking. Really? He's very famous on Instagram. Oh my God, I can't believe, no, you are kidding me. And so This he's dog- been on like the Russian These news. dogs have 425 тысяч подписчиков. Tomorrow этот meeting будет Euro Association. Может будет recommendation National Association за Euro. Now my hands start to be gold, yeah? Yeah, don't wash your hands. I know, Never wash it. never. Minimum 1 week. Now, brothers and sisters, you got to live good in your neighborhood, you know. Got to live good like you. Первое, что я видел в первый день, такая панель из айфонов. Ну вот не знаю, очень просто, но супер концептуально. Вот не знаю, мне нравится. Я бы себе купил их. Причем это 5, по-моему. Прикольно, согласитесь? Да. Как это определяется? Внутренним каким-то ощущением? Причем как просто, да? Сколько здесь получается? 8, 10? Окей. Вы говорите по-русски? Да. Девушка, как прекрасно. Здесь мы показываем художник из Мюнхена. Извини, это немецкая галерея, да, у вас? Да, Да, Берлин. мы в Берлине. Окей. Ему зовут Хубертус Хам. Он много лет работал как фотограф. Very traditional photography-based works. И последние 10-15 лет он хотел смотреть на фотографии как скульптура. И он всегда смотрит на свет и time. На время. На время. И Да. как он может это все взять in a physical space. Это еще напоминает «Черное зеркало», знаешь, вот вообще вот эту вот тематику. Ты же знаешь, наверное, сериал, да, Black Mirror? Это quintessential Да, это 21st квинтэссенция. century Абсолютно. mirror.
это отсылка все-таки к Малевичу или почему здесь там 80, да, здесь? 80 телефонов. Имеет ли это Здесь- смысл? Да, 80 телефонов. Да, ну У тебя там написано 80 телефонов, что ли? Так, итак, теперь по ценам. 18 тысяч. Да. 18,5 тысяч долларов и 80 телефонов, друзья, могут стать с вашими. Смотри, я кое-что заметил. Встань вот так. Встань сюда. Ты видишь? Да, конечно. Это В этом просто- же идея. Расскажи тоже. Вот, Это как аура. Да, это как аура. вместе. Это один арт-объект, правильно? Да, Ну да. installation. Это был Друзья, он сейчас купит, смотрите. уже Продано? продано. А сколько стоит? Был 35 тысяч. 35 тысяч евро. Это аура объекта. И то, что он хочет, чтобы мы видели и понимали то, что мы не можем видеть все, что есть вокруг нас. Ну вот, как видите, у нас был всего час, ярмарка огромная. Еще раз напоминаю, только единственная ярмарка – это Untitled. И вот, видите, уже все закрылось. Мы сейчас едем дальше на твои вечеринки, надеюсь. Друзья, мы находимся в прекрасном бутик-отеле на Aqua Art Fair. В этом году Aqua Art Fair исполнилось 15 лет. Это сателлит Арт Базеля. Самое приятное, что в этом году впервые Амельченко Gallery, галерея моей семьи, выехала за рубеж сюда, в Майами. И мы также участвуем в этой ярмарке. Это мини-бутик, где у каждой галереи свой рум. И ты ходишь по отелю, где есть дворик, где есть ресепшн. Играет диджей. Очень приятная, уютная атмосфера, аутентичная. И много-много искусства. Хочу вам показать мою любимую инсталляцию, которая стоит в центре Аква, этого бутика отеля. Это фонтан, наполненный утками. Инсталляция так и называется «Утка». Иди сюда. Я хочу передать привет нашему другу Андрею Шевченко. Друзья, смотрите выпуск «Арт Патруль 2». И он коллекционирует уток. Кадр 1, дубль 1. Oh my god, it's so many ducks! You are happy? 12 тысяч долларов, друзья, за эту прекрасную инсталляцию. You are artist. This fountain was designed, it's called Happy Flowers. Okay. It's sold at the show. It was designed for this show. For the show, okay. It's designed to be interactive so that the kids can play with it while their parents are shopping for art. Okay, here is the price, $12,000. $12,000 for what? I don't know. For all fontaine or for only for ducks? For this fountain and for all the ducks. Okay, from this? From this up to there. Okay. This fountain is sitting on top of the water. Okay, and all ducks. And if you want the ducks, If you want- Там уже передают, что приехал арт-патруль. Юр, мы с тобой. Я тебя с ним перепутал, да? Я говорю, то есть вы все тут по-русски говорите? А ты тоже живешь в Москве? Я живу в Питере. Хорош! Вот понимаешь, вот нормальные, грамотные, вы же из Латинской Америки, правильно? Но ребята знают, где надо жить, и что круче России нет ничего. В Москве и Питере. Ну что, мы пришли в галерею Санта-Мария, правильно? Это галерея Санта-Мария в честь Филиппа и Филиппа. Бро, у тебя раздвоение личности? Филиппа и Филиппа. Это фамилия Санта-Мария, фамилия Филиппа. Филипп Санта-Мария, Хосе Санта-Мария. Вы братья? Да. Родные? Да. Бля, пацаны, вы очень крутые. Вы реально в России живете? Здесь очень, эта картина 24 карат золота, чистое золото. Да ты что? Да. Почему она так плохо охраняется? Нет, у нас 24 человека, охрана хорошая. Понял. У нас камеры тут стоят, все как надо. Все. Вот. И концепция такая, все картины называются «Круги жизни». Она очень с глубоким смыслом, что жизнь это как круги. И вот это... Ну не ада. Не ада. Да. Вот это наша как бы главная картина художника. Как с продажами? Круги жизни У нас уже уже вот одну картину купили, и на это уже резерв. великолепно. Да. И внизу у нас уже 3 картины заказали. А какая стоимость работы? Эти картины по 6 тысяч, золотая 7500. У вас не маленькие цены. Это Нет, очень это хорошо. очень даже хорошо.
Ну что, 8 декабря, и сейчас мы идем на Арт Базель. Арт Базель – это главная ярмарка современного искусства на планете и здесь, в Майами. Сегодня нас ждет очень интересный гость из Нью-Йорка. Его зовут Влад. Он эксперт в области современного искусства. Он арт-дилер. Он уже давно этим занимается здесь, в Америке. И он нас немного ведет в курс дела. Друзья, ну что, первые минуты на Арт Базеле. Я хочу вам сказать, что это просто абсолютное безумие. Здесь очень много искусства, и это только одна самая главная ярмарка. И мы встретились с Владом. Я хочу вам представить Влад Куратов, арт-дилер. Я из Казахстана. Там где-то 10 лет назад сделали мы с коллегами фестиваль современного искусства Art Fest. Он был ежегодным, и он 9 лет длился. Последние лет 10 я тоже живу в Нью-Йорке. Работал в галерее Итан Коэн года 3. Это галерея, которая специализируется на китайском авангарде и африканском современном искусстве. Короче, если говорить вкратце, Влад очень крут, друзья. Влад, ты ездишь сюда каждый год, правильно? Уже на протяжении этих лет 5 где-то, да. Здесь получается 25, да, ярмарок. Есть какое-то точное? Кто-то знает точно? Не думаю. Вообще, это известный факт. 25 это может слишком много, но есть Базель, это самое важное. Потом это я бы где сказал. Мы сейчас находимся? Да, потом я бы сказал, это Untitled и Art Miami. Art Miami это один из самых старых сателлитов в мире. Все ярмарки это сателлиты, но вот Art Miami отметил день рождения, им 30 лет в этом году. Это как бы big deal. Основной рынок в какой-то момент перемещается в Майами на вот эту короткую неделю, потому что, мне кажется, это может быть связано в том числе с real estate. Здесь огромные дома, да, их надо что-то вешать на стену, да. Очень много коллекционеров. Вообще, расскажи, американцы очень любят покупать современное искусство, правильно? Очень любят, да. Это огромный рынок. Рынок современного искусства Америки, если брать от общего рынка, составляет сколько вообще процентов? 70, 80, сколько? 50? От общего мирового рынка? От общего мирового. Я бы сказал, сложно, но это Китай, Америка, примерно, где-то в районе 30, да, процентов. Они практически одинаково весят. Но что такое рынок? Это сложно посчитать, потому что считают уже культурной индустрией. Типа, если кто-то продал там вазочку за 12 миллионов долларов эпохи Тан, это тоже как бы идет в аукционные... Да, но это не считается рынком современного. Это не считается, но иногда сложно проводить эту границу. Да, страшно рассуждать об искусстве как о каком-то товаре, да, это никогда не инвестиция. Все это комбинации всяких экосистем сложных. Есть люди, которые всю жизнь только коллекционируют, они больше ничего другого не делают. Есть те, которые собирают для инвестиций, да, есть всякие хедж-фанд-менеджеры, банки, да, которые консультируют через свой частный банкинг, да, своих клиентов. Стерлинг Руби. Почему он тут висит? Потому что сейчас они одновременно с этим проводят персональную выставку его, очень большую. Здесь, в Майами? Да, то есть когда вы видите, что там это происходит волнами, да, институции всегда связаны с рынком, считается, что нет, но я думаю, что да. Вот в Институте современного искусства Майами сейчас огромная ретроспектива. Вот этого художника? Да, Руби. И не сюрприз, да, что тут у них как бы центральная стена, висит работа. Я думаю, что, я не знаю его рынок так хорошо, можем спросить. Ну, я думаю, что он продан. На 4-5 день, скорее всего, продан, да. И вот это его керамика тоже. То есть такой считался довольно мертвый медиум какое-то время. У керамики очень такая грустная коннотация, что это крафт, да. Но есть поколение художников, которые меняют это и все-таки относятся к этому как к искусству, да. Это важная грань, что это сложно было сломать. То есть долгое время современное искусство не думало, что керамика это fine art.
Итак, мы вернулись к истокам. Рома подумал, что это Икея. Он сказал, нет, это Дональд Джад. И перепутал название галереи, но в итоге это оказался Дональд Джад. 10 Да. миллионов, говоришь, долларов? Не знаю, но я не люблю вот там сыпать цифрами, Ну, я я понял, хуй не знает сыпать. сколько, много. Ну, за миллион перевалил. Важная, да, важная штука. Ну и что это? Вот почему это важная штука? Вот я люблю искусство. Скажи, что это? Как это рассматривать? Как это рассказывать неискушенному зрителю, который не знает, как это понять? Потом поговорим о банане Каталана. Давай сначала вот об этом поговорим. Вот здесь реально висит много искусства, много интересного. И вот, значит, такая вот сбитая из фанеры или из чего это, из дерева доска. Это дерево, да. Ну, несколько ответов. Во-первых, когда ты долго занимаешься искусством, и ты художник, тебе хочется идти к симплификации, как упрощению, да? Это как язык, например. Язык всегда себя упрощает, как организм. И точка этого упрощения, да, конечная, это деконструкт формы и цвета. В какой-то момент тебе ничего не интересно как художнику, кроме формы и цвета. Если ты работаешь там, как в случае с Дональдом Джадом, там 60-е, 70-е Америка. Это вообще сильно завязано на минимализме. И это момент в искусстве, когда искусство начинает оккупировать галерейное пространство и взаимодействовать с ним. То есть есть такие вещи, как Карл Андре, например, да, его площади. До минималистов все, что стоит на полу, это не искусство. Все, что висит на стене, это искусство. То есть огнетушитель стоял в галереях, и его не считали искусством. Они начинают заигрывать с этим, они начинают провоцировать зрителя. Например, Карл Андре разрешал ходить по своим вот этим площадям. У него есть разные площади, это маленькие таблички, которые похожи, как выглядит на кафель, из разных металлов. Вот сейчас уже по ним нельзя ходить. Но раньше он хотел, чтобы зритель не понял, могу ли я на это наступить или нет. Что это такое? Это выглядит, да, действительно как что-то очень, как не искусство, да. Но трюк же исторический в том, чтобы инкорпорировать, да, то, что выглядит не как искусство, в пространство искусства. И вот минималисты с этим прекрасно справились. А если мы это возьмем и, например, подумаем в этом контексте про Малевича, то это отрицание там барокко и классицизма и рококо, да, то есть это чистые линии, понятные. То есть квадрат Малевича — это новая архитектура, это новое пространство, да. И вот Дональд Джад — это тоже очень архитектурная такая ситуация. И это, конечно, здесь читается слабо, потому что, ну, заметьте, да, маленькая деталь, они сделали как бы нишу, чтобы у тебя глаз чуть-чуть как бы видел это в контексте пространства. Потому что воспринимать Дональда Джада, как, например, если бы это висело на стене, да, просто как картина, они бы выглядели идиотами. А теперь расскажи, где мы находимся нашему зрителю, пожалуйста. Ну, это One Love, это Ларри Гагасян, это галерея, которую я очень люблю. И я не один. Да. А любит он ее, наверное, по личным каким-то, может быть. Но самое главное, потому что это объективно самая масштабная, да, галерея. У него порядка, я думаю, сейчас там 20, может быть, пространств, да, по всему миру. Да, самый главный дилер. Ларри Гагасян, да, друзья, правильно, вы подумали, из Армении идут его корни. Да. А где-то горы. Итак. Ну что, это его старые любимые художники. Вот он с Лихтенштейн, еще когда тот был жив, ничего необычного, был близок. Просто Рой Лихтенштейн, просто Пабло Пикассо. Да, Пабло здесь висит, потому что Гагасян дружит с его племянницей. Кажется, ее зовут Жаклин Пикассо. Бернаром Пикассо, он дружит с его племянником, который вот сейчас открывал Пикассо и Хохлова в Пушкинском музее. Вообще, Пабло сильно поддерживали Щукин и Морозов. Щукин и Морозов, да. Они были патронами, они там купили много работ у него. Сейчас же, ты знаешь, же была выставка, да, конечно же, в Пушкинском. Да. Щукины и Морозов обменялись они с Петербургом. А, серьезно? Я не знаю. Я не знал. И огромнейшая выставка. И их там Гоген, Пикассо, импрессионисты, Мане, Матисс, очень просто, великолепно. Классно. Но мы шикарная... увидели, что такое русские коллекции вообще. Шикарная работа, кстати, вообще. Я думаю, это очень дорого. Очень. Я тоже думаю, что это очень дорого. Смотри, вот немножко поговорим про механизм.
Допустим, это находится в коллекции Гагасяна. Не находится. Не находится. Это частный какой-то коллекционер, да? Дал на реализацию. Да, ну, в смысле, Гагасян не продает свою коллекцию, зачем ему это надо? Понятными словами будем говорить. Если вдруг, допустим, работу не забирают на Арт-Базеле, это возможно? Нет. Что Пикассо не будет забрать? Нет. Точно приедут те, кто уже давно... Это невозможно, чтобы Гагасян не продал Пикассо. Он знает великолепно его. И он продавал самые дорогие его вещи. Смотри, вот ответь на один вопрос, я сейчас задам, только подумай. Это невозможно, чтобы Гагасян не продал Пикассо, или это невозможно, чтобы Пикассо не купили на Арт-Базеле? Если бы, например, это был не Гагасян. Или это и то, и другое. И то, и другое. Это и то, и другое. Но как бы, кто такой умный дилер, да? Если ты что-то берешь продать, то ты, наверное, продай это. То есть, если ты берешь и не продаешь, тогда не бери. И чем скорее ты это поймешь, тем лучше для нас обоих. Все, базар окончен. Работы такого уровня ты не можешь взять. Ты получаешь мандат на возможность продажи. И обычно в этом мандате, который стоит, типа, например, полтос у швейцарских юристов умных, чтобы просто там начать разговаривать, что ты как бы там продаешь Пикассо. 50 тысяч евро. Да. Тебе делают мандат, это бумага, где пишут, что в мире есть там 2 дилера или 1 в случае с Ларри, который может это продавать. И, как правило, в этом мандате ты даже проговариваешь семьи, которым ты можешь это предлагать, и не можешь. Потому что некоторые люди не хотят, чтобы эта картина оказалась в чьих-то других руках. А некоторые люди хотят, чтобы никто не знал о том, что эта картина... Нет, никто не знал, тогда это бы продали через частный банкинг где-нибудь в Цюрихе, мы бы об этом никогда не узнали. Потому что это тут висит, это определенная публичность. Итак, мы продолжаем, я даже не знаю, плыть по стенду Ларри Гагасяна, Лихтенштейн, Пикассо. Тут у нас уже поскромнее, да, ребята? Относительно. Дэмиен Хёрст, Жан-Мишель Баския, Ричард Серра. И Эд Рушей. Просто галерист, просто арт-дилер, просто Арт-Базель, просто Америка. И сколько, как думаешь, вот оценочного стоимость этого стенда? Стенда всего? Ну, я думаю, что за 50 переваливает. Не, ну какие 50, больше. Я думаю, один Пабло переваливает. Один Пабло переваливает, да. конечно. Не за знаю. 100. Стенд переваливает за 100 миллионов долларов. Да. Why not? Who knows? Who knows? Nobody knows except for him. Я не любил Дэмиена Хёрста. Каюсь. Окей. Это нормальная ситуация. Не ты один. Но потом British Council возили коллекцию своих работ по странам, кажется, Восток и Центральная Азия. В общем, случайно выставка попала в Казахстан, и моя организация была партнером. Мы чуть-чуть помогли с пиаром, приняли все это, помогли повесить, работу с музеем. В общем... Кропотливо, да, было? Да, но нервно. В 2015 году мы были причастны к его персоналке в музее Костеева, и это называлось New Religion. Весь нарратив Хёрста строится вокруг смерти и вокруг культа смерти, и как мы заменили Бога в премодернистских установках таблетками в постмодерне, потому что его вот эти скульптуры, как шкафы таблеточные, это тоже про новую религию. Его бабочки, это у него была студия в Лондоне, когда он был Young British Artist still. И в самом начале, да, были? Да, там просто бабочки падали на холсты, которые он типа покрывал, грунтовал холст, там покрывал первым слоем краски, и с крыши падали мотыльки. И вот ему понравилась эта аллегория, что это так показывает мимолетность жизни, что это так, это memento mori, да, помни о смерти. Один инсайт, очень интересный. Вот сейлзов нет в будке. Как бы мы в будке, чувак отдал где-то 100 кей за то, чтобы здесь быть. У него 100 кей, это я приведу, брат. Мы в России не такие. 120 тысяч долларов стоит этот стенд в районе. Это примерные суммы, да. И говорит о том, что...
продавцов нет, как бы. Что это значит? Это последний день, это все продано, они уже где-нибудь купаются, там, пьют шампанское. Никого нет. Или на ужине на каком-нибудь. То есть, будьте уверены, милый дельфин Джеффа Кунса уже... Да, только охранники, чтобы не трогали работу и все. И никакого стафа. Мы с Владом не зря не теряли время и подрезали яблоки. Ты уверен, что это не стоит больших денег вообще, что это не арт-объект? Не знаю, бананы, яблоки, блядь, в этот раз. Да, блядь, вот давай. Непонятно. Ну давай банана. Что это было? Что произошло 2 дня назад здесь, на Арбате? Как бананы в супермаркете купили за 150? Произошла история. Мы все стали сопричастны к историческому событию. Как если бы комета пролетела. То есть ты к этому так относишься? Конечно, это великая работа. Объясни почему. Ну, потому что, во-первых, я обожаю Каталана много лет, это крутейший художник. Можно посмотреть фильм документальный про него «Be Right Back». Шикарный фильм. Потому что это попадает в его язык. Он уже прилеплял объект к стене, когда он приклеил своего арт-дилера. Он приклеил своего арт-дилера? Он приклеил своего арт-дилера. То есть, ну, это как бы понятная шутка, да, что я художник, да, я вишу на стене, там, ты меня продаешь, вот теперь ты повиси на стене, чтобы я тебя попродавал, как бы. И это гениальное, тонкое чувство юмора. То же самое с бананом. Это просто великолепный A++ юмор, да, который меняет что-то навсегда. Он меняет, в принципе, представление о дорогом и дешевом. Конечно, но это одна из его шуток, да, это одна из... О ценностях, понимаешь? Друзья, вечер 8 декабря, и Арт-Базель подходит к концу, в том числе и Аква. И мы пришли сюда, сейчас уже все заканчивается, начинается демонтаж. Ну, конечно же, я должен показать вам наш стенд. Thank you very much, lady. Наш стенд, Амельченко Gallery, наших художников. Для нас это была первая международная ярмарка. Мы довольны результатами. Мы продали работы, которые останутся здесь, в Америке, в Майами, у здешних коллекционеров. И это не может не радовать. А пока мы очень мило прощаемся с этим бутик-отелем, заходим на наш стенд и видим Наташу и Настю, безумно уставших. Девчонки здесь 5 дней отпахали просто каждую секунду. На них нет лица, но мне кажется, что это был бесценный. Нет, но вы все равно очень красивые. Симпатичные. Наташа у нас гениальный художник, который знает, что, когда и как, еще супер четкая. Мы продали 2 ее работы. Золотые зонты прекрасные, голубые. Вот этих вот чудесных девочек заберут через 5 минут. Вы продали? Да. И вот девушка пришла за ними. Итак, Аня, я тебя поздравляю с этой покупкой, нам очень приятно. Ты теперь наш коллекционер Амельченко Gallery. Звони нам в Москву, и зонты Наташи, и девочки Наташи всегда приедут к тебе в Нью-Йорк. Спасибо. Это на самом деле очень приятно. И Первая коллекционная работа. А мы шли сюда с Ромой, мы бежали с Арт-Базеля, чтобы успеть подснять на... Вот, и мы думали, что здесь уже все разбирают. И вместо этого мы встречаем тебя, Наташу и Настю, и вы пакуете работу. Это контент, брат. Ну что, друзья, ярмарка подошла к концу. Все собираются. Сейчас оформим документы, пакуем и то, что не продано в России, а то, что продано, мы оставим здесь. Очень хотим подчеркнуть, очень высокая степень безопасности, security стоят везде. Очень жестко проверяют, естественно, документы, кто какие работы выносит, чтобы не было путаницы, не дай бог, чтобы кто-нибудь что-нибудь не подрезал, выражаясь по-русски. Америка, капитализм.
Ту-ду-ду, ту-ду-ду, ту-ду-ду-ду-ду. Друзья, стою в пробке в Майами-Бич. Здесь, в Майами. На самом деле это паблик-арт. Это сделал Леонардо Эрлих, аргентинский художник. Здесь 66 машин. Посмотрите, какая красота. Это выглядит невероятно. Очень масштабно. Можно прочитать модель, марку. Но что интересно, это стоит на побережье океана. Эта инсталляция, он хотел сказать, напомнить нам о тех огромных пробках в Майами и в огромных городах, в которых мы стоим постоянно. И как песок, время утекает. И также утекает наше время, проведенное в пробке. Здесь 330 тонн песка, вы вдумайтесь в это. Это невероятно. Мы приехали в Винвуд, и это просто какой-то маскарад, это реально безумие. Здесь ходят мужики с питонами на руках, понимаете? Здесь ездят гангстеры. No, thank you, man. Thank you very much. No, bro. I'm a friend. Ты возьмешь змейку себе? Ну, сейчас тебе денег пойдет. Итак, друзья, посмотрите, какие здесь машины, бро. Просто вот налево давай, вот налево, да, и сразу направо, вот туда, вот голубенькую. И только мы выходим, сразу мы встречаем стрит-арт знаменитого Алика Монополи. Вы можете посмотреть мой выпуск с мультимедиа-арт-музея. Алик Монополи, известный всем факт, это художник попсы, он рисует, он очень коммерческий художник, он придумал себе монополиста. И обратите внимание, говорят, что к нему относятся плохо, что это кич, что это мейнстрим, мувитон. Обратите внимание, Purple Glow, GDI, граффити Монополи закрашенным, возможно, это говорит о том, как к нему относятся местные. Стрит-арт в Винвуде поражает своим масштабом. Вы просто посмотрите на это. Винвуд — это как Five Points в Нью-Йорке. Это огромные пространства. В свое время американский здешний богатый бизнесмен скупил этот район. И чтобы придать ему лицо, потому что этот район был достаточно заброшенным, промышленность здесь начала загибаться. И он скупил этот район и пригласил стрит-художников со всей Америки. И они расписали здания и стены. И после этого эта культура начала перерождаться в нечто большее. Здесь как в Диснейленде, знаете, каждая стена расписана своим художником, ресторанчики, очень клевые скульптуры, очень много паблик-арта. Здесь очень весело, очень дорого, богато и, самое главное, много крутого искусства. Друзья, это Shepard Fairey. You know? Is it Shepard Fairey? Yeah. Да, друзья, это Shepard Fairey, один из самых известных американских художников. Выставка также у нас была в МОМА год назад. Shepard Fairey очень прославился, когда сделал знаменитый портрет Барака Обамы под его выборную кампанию. С тех пор это стало кичем. Пойдемте дальше. Nice to meet you, man. Pleasure to meet you. It's amazing. It's yours, yes? Yeah, it's Cyprus, You the know? artist. Thank you. Can you tell a few words about your art? We make big show from Russia, Art Patrol. Not a problem, So, not a okay. problem. Thank you, man. Yeah, my name is Ruben Ubiera, and I'm a post-graphic artist. I'm in Wynwood, Basel, 2019, and this is an homage to my friend Cyprus, which has painted me already twice, and he does hyper-realism with big ears. If you go down the street and take a right all the way to 5th, you're going to see one of the biggest murals that was done in this Basel. Also yours? Oh, mine's his, Pest Barcelona, One Up Crew, Golden 305. We got together, and we did this. So he painted my face, my wife's face. And you paint him? And I painted him in plate in return. And so that's kind of like what we cool. do. You're amazing, bro. Thank you very much.
Мы просто приехали в Винвуд, а мы здесь устроили очень крутую фотосессию. А 2 дня назад на вечеринке в Арт-Базеле вы познакомились с Надей. Любезно предложила нам сделать проект. Я из Нью-Йорка, я работаю в Нью-Йорке, у меня своя студия, и если, ребят, вы приезжаете в Нью-Йорк, пожалуйста, Да, ко мне ребят, welcome. Да, вам буду арт-патруль, будете? Обязательно. «10 декабря, 2 дня, как закончился Арт-Базель, в Майами стало значительно жарче, это правда. И мы пришли к главному конвенс-холлу, где проходил Арт-Базель, Майами-Бич, и стали свидетелями того, обратите внимание, какое огромное количество фур здесь стоит перед Арт-Базелем, и они увозят искусство. Как тебе сидит деревья? Супер! Ребята, вот эти роскошные деревни, а мы Семёныча критикуем, эти роскошные деревья вкапывают здесь только на неделю Арт-Базеля. Ну и типа все, чтобы, видно, майамцев очень сильно не расслаблять. А то тут, блин, знаете, тут одни пальмы, вы знаете, природа скудная, это правда. И вот даже вот эти вот красотища, по-моему, их отвезут в Россию, ребят. Goodbye, Америка, где я не был никогда. Прощай навсегда. Возьми бонжур, сыграй мне на прощание. Ну что, вот и подошло к концу наше путешествие на Майами-Бич, сюда, во Флориду, в Соединенные Штаты Америки. Спустя 15 лет я сюда вернулся, как я и говорил, и это было очень потрясающее приключение. Вы видели все сами. Вы видели своими глазами масштабы Арт-Базеля, масштабы рынка искусства, насколько он важен и насколько он набирает обороты. Вы увидели, что современное искусство – это мыльный пузырь, который никогда не лопнет. А если он лопнет, то только для того, чтобы надулся новый. Здесь творятся чудеса. Здесь продаются бананы за $150 тысяч. Здесь продаются дельфины за миллионы долларов, понимаете? Здесь очень колоритно все. Вообще Америка очень колоритная. Смесь богатых и бедных, бомжей, афроамериканцев, мексиканцев, белых. Это очень интересный опыт. Конечно же, мы не можем ничего не разыграть из Америки. Поэтому я решил разыграть для вас банан Маурицио Кателлана или Юра Амельченко, неважно, это будет просто банан, который я лично вам вручу. Пишите в комментариях, друзья, под этим выпуском, окажись вы на месте Маурицио Кателлана, что бы вы приклеили к стене. И самый оригинальный ответ, который я выберу, а может быть несколько, получат бананы от меня в Москве или вышли. Когда умолкнут все песни, которых я не знаю, в терпком воздухе крикнет последний мой бумажный пароход. Goodbye, Америка, где не был никогда. Прощай навсегда. Возьми банджо, сыграй мне на прощание.